Всем привет! В этом видео я расскажу, как связать такую юбку, дам схемы, которые я использовала при ее вязании, и покажу основные моменты вязания. В схемы я также вносила изменения, и это я тоже все поясню. Юбка связана филейным вязанием. Вязала я ее из пряжи Vita Pelican. Это 100% мерсеризованный хлопок двойной мерсеризации. В 50 граммах 330 метров. Колор 39,68. Рекомендуемый крючок здесь 1,5. Я при вязании юбки использовала крючок 1,25. На юбку у меня ушло 500 граммов пряжи. Если в метрах, то здесь получается 330 метров, ушло 10 моточков, 3300 метров. Пряжа мне очень понравилась, достаточно мягкая и хорошо ложится в филейном вязании. Также использовала для начала вязания немного пряжи Alize Diva Stretch. Здесь в 100 граммах 400 метров, и это белый цвет номер 55. И начинала я вязать именно наборный ряд. Я набирала этой пряжи, чтобы было более эластично. И набирала крючком 1,75. Но я это все покажу, как я это делала. И также нужна резинка, если вы хотите вставлять резинку в пояс. Также можно использовать и связанный шнурок, ленту, все что угодно, кому как больше нравится. Здесь, конечно, можно использовать не только белый. У меня не было подходящего по цвету Alize Diva Stretch пряжи, поэтому я использовала белый цвет и белую резинку. Хотя можно было, конечно, с учетом того, что я предполагаю носить эту юбку с подкладом черного цвета, можно было здесь провязать черным цветом и вставить черную резинку. Ну, в принципе, пойдет и так. Я просто говорю разные варианты. Моя юбка связана на 50 размер. Ширину юбки я полностью в разных местах не измеряла, так как она идет на расширение. Вязала я сверху вниз. И в самом широком месте, в конце вязания, здесь ширина у меня получилась чуть больше метра. То есть по кругу, по окружности 2 метра, по-моему, 4 или 3 сантиметра. Ну, примерно. Чуть больше 2 метров. Длина юбки 78 сантиметров. Так, давайте я покажу схемы, которыми я пользовалась. Я оставлю ссылки на схемы. Конечно, они очень мелкие, поэтому думаю, что сейчас будет трудно мне показать. Вы сможете пройти по ссылочкам и посмотреть. Эти схемы я взяла в интернете. Что я изменила? Во-первых, я использовала не только эту схему. Я в центре еще добавила одну розу. Я по рядам сейчас скажу, как я это делала. Почему я это сделала? Мне не хватило высоты этой схемы раппорта в высоту для нужной мне длины юбки. Поэтому я вышла так из этого положения. И вообще, если посмотреть на юбку, которая представлена на сайте, где я взяла эту схему, здесь видно, что по самой юбке, если увеличить ее, вот вы можете пройти и там посмотреть, там хорошо видно фотографию в цветном варианте, что здесь в схеме маленькая роза идет, потом средняя, вот эта роза, затем какая-то большая еще роза, и потом уже вот этот узор. То есть здесь в схеме тоже пропущена одна роза. Я в интернете посмотрела и подобрала просто подходящую розу, которая подходила мне по ширине и по высоте рядов, которых мне не достает для нужной мне длины юбки.
вот такую схему, на нее я тоже дам ссылку. Так как я вязала сверху вниз, схему, вообще она идет так, я ее перевернула и вязала в перевернутом виде. По рядам у меня получилось всего 135 рядов связано. Значит, что я изменила здесь? Я изменила, как я сказала, вставила одну розу, я скажу, в каких рядах я это сделала. И также изменила в начале порядок прибавок. Здесь как-то немножко они шли более резко, не совсем ровненько. Я сделала как-то, чтобы постепенно было прибавление. И в начальном ряду также я прибавила по одной клетке по краям раппорта схемы в начале. Это я сейчас все тоже буду показывать. Сначала коснусь, значит, расчетов своих. Значит, я дам свои расчеты и расскажу, как рассчитать на свой размер. Нужно связать образец филейным вязанием. Можно пустыми клеточками, можно чередовать пустые и заполненные клеточки. И связать образец желательно не меньше 29 клеток. В самом конце вязания схемы самая широкая часть составляет 29 клеток. Поэтому лучше всего связать именно 29 клеток и измерить ширину, чтобы знать, сколько будет внизу юбка. Я рассчитывала, вернее, количество раппортов, необходимых мне для вязания, именно по нижней части. Это также можно сделать и начать рассчитывать по верхней части, а низ уже там как получится, или просто тоже проверить, измерить, сколько у вас в начале будет и сколько в конце, и устраивает ли вас эта ширина. Я рассчитала так. Я связала, значит, образец 29 клеточек, измерила и посчитала, что в нужной мне ширине у меня помещается таких раппортов 10. На 2 метра мне как раз 10 раппортов вмещалось. Затем я посчитала, сколько будет в самом начале у меня петель, и получилось, что мне 10 начальных петель, в каждом раппорте в начале 10, в конце 29, вот, а в начале их 10. И мне показалось это немного узковатым, и поэтому я начала не с 10 петель в раппорте, а с 12. Филейное вязание вяжут, вернее, филейный узор вяжут по-разному. Бывает, на клеточку оставляют 2 петли, 2 столбика, вернее, заполненная клеточка 2 столбика, пустая клеточка, воздушная петля и столбик. Я вязала по 3 петли на одну клетку. Пустая клетка состоит из 2 воздушных петель и столбика, заполненная клетка 3 столбика. И как рассчитать? Я определилась, что у меня 10 раппортов будет. Эти 10 раппортов я умножаю на начальные 12 клеток. Получилось 120 клеток. В каждой клетке, как я сказала, 3 воздушные петли для набора мне нужны. 120 умножила на 3. И для начала вязания мне нужно 360 воздушных петель. То есть количество петель должно быть кратно 3 по отношению к количеству клеток. Как я начинала вязание своей юбки, я сейчас покажу на образце. Так, стрейчевой нитью я набрала крючком 1,75 360 воздушных петель. Сейчас я наберу произвольное количество. Вязала я юбку по кругу, но поворотными рядами. Итак, когда я набрала 360 воздушных петель, первый ряд, не соединяя пока вязание в круг, я провязала столбиками без накида. В каждую воздушную петлю 1 столбик без накида.
Я сейчас провяжу этот ряд. Так, провязав 360 столбиков без накида, я обрезала нить и соединила вязание в круг. Нужно посмотреть, чтобы не перекрутилось. К первому столбику присоединилась соединительным столбиком. Затем начала вязать основной нитью. И сначала не разворачиваясь, а также по лицевой стороне, начала провязывать столбики с двумя накидами. Так. В каждую воздушную петлю 2 накида на крючок, ввожу крючок в столбик, в петлю предыдущего ряда, вытягиваю нить, провязываю через 2 петли, затем еще через 2 петли, и когда на крючке 2 петли, провязываю их вместе. И так провязываю из каждого столбика. Столбик с 2 накидами. Потом в этот ряд я вставляла резинку. Этот ряд также состоит из 360 столбиков, только теперь уже с 2 накидами. Довязав ряд до конца, присоединяюсь к 4-й воздушной петле подъема. Затем я перехожу на крючок 1,25 и дальше всю юбку вязала этим крючком. И первый ряд я провязала пустыми клеточками. Сначала делаю 3 воздушные петли подъема и затем провязываю первую клеточку. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаю и в третий провязываю столбик без накида. Затем снова 2 воздушные петли, 2 петли пропускаю и провязываю столбик с накидом. Это 2 клетки, 2 петли пропускаю, 3-я клеточка и так далее. Так весь ряд, всего 120 клеток у меня в начале вязания было. Когда связала все 120 клеточек, после последнего столбика провязываю 2 воздушные петли, последняя 120 клеточка, присоединяюсь к 3-й воздушной петле, с которой начинала ряд. Здесь у меня немного не совпало, получилось 3. Я не считала петли. Если вы правильно посчитаете, то все совпадет. Итак, со следующего ряда я начала провязывать уже поворотные ряды. До этого я вязала по лицевой стороне и теперь начала вязать поворотные ряды. Первая клеточка — это 3 воздушные петли подъема и начинаю клеточки. 2 воздушные петли, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и в столбик провязываю столбик. И снова 2 воздушные петли, над следующим столбиком столбик, 2 воздушные петли,
над каждым столбиком столбик, над воздушными петлями воздушные петли. То есть получается над клеточками такие же точно клеточки. Второй ряд аналогичен первому. Также 120 клеточек по 3 петли каждая, то есть 2 воздушные петли, 1 столбик. В конце ряда, когда провязан последний столбик над последним столбиком, 2 воздушные петли также и соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема начала ряда. Итак, провязала 2 ряда пустых клеточек. Затем перешла на схему. Схема также начинается с 2 рядов пустых клеточек. Вот схема. Сначала также 2 ряда. Я их тоже провязала. То есть в сумме у меня в начале после пояса получилось 4 ряда пустых клеточек. Я сейчас снова уже не буду провязывать. И затем я отделила маркерами каждые 12 клеточек, чтобы мне было удобнее. И начала вязать уже ряды с заполненными клеточками. Сейчас я сначала покажу, как для начинающих вяжется заполненная клеточка. Затем покажу, как прибавлять, и потом уже скажу, в каких рядах я прибавляла и в каком ряду я вставляла дополнительную схему. Так, как я сказала, маркерами отметьте каждые 12 клеточек. Вот первая клеточка – это начало ряда. Я вот так закрепляла маркер за столбик. Затем отсчитывала 12 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, я не знаю, здесь у меня сколько, 7, 8, 9, 10. У меня здесь всего 12. Ну, допустим, отсчитали 12 клеточек. И снова также точно маркер за столбик. И вам уже будет четко видно, где каждый раппорт. Можно будет контролировать себя, и здесь сбиться очень трудно. Итак, провязали по изнаночной стороне второй ряд, затем еще 2 таких же ряда и переходим на ряд с заполненными клеточками. Как вязать заполненные? Всегда в начале и в конце раппорта всегда идут пустые клеточки по схеме. Там нет заполненных клеток, поэтому начинается всегда 3 воздушные петли, затем еще 2 петли и столбик. Первая клеточка пустая. Сколько там по схеме их пустых в начале ряда провязываете, и затем переходите на узор. Если по схеме идет, например, 2 заполненные клеточки, то их заполняете так. Если пустую мы вяжем 2 воздушные петли и столбик, то здесь вместо 2 воздушных петель просто вяжется 2 столбика. И вязать их нужно прямо под воздушные петли предыдущего ряда. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик над столбиком предыдущего ряда. То есть заменяется только 2 воздушные петли, заменяется 2 столбиками, а остальное все так же. То есть 3 петли все равно составляет 1 клеточка. Либо это 2 воздушные петли и столбик, либо это 3 столбика. Давайте еще провяжу. Вот одну я заполненную клеточку провязала. И переходим на следующую. Также 1 столбик под воздушные петли, 2 столбик под воздушные петли и 3 столбик над столбиком предыдущего ряда. Я заполнила 2 клетки. Дальше по схеме идет пустая клетка, значит вяжем
2 воздушные петли и столбик. Это пустая. Вот я провязала одну пустую клетку в начале ряда, 2 заполненные и одну пустую. И так по схеме, сколько там заполненных, сколько пустых, так и провязываете. Я сейчас провяжу этот ряд пустыми клетками до конца и покажу, как над заполненными клетками вязать заполненные и как вязать пустые клетки. В конце каждого ряда также присоединяетесь к 3 воздушной петле подъема и переходите на следующий ряд. 3 воздушные петли подъема и следующая клеточка, 2 петли, разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И так каждый ряд. По схеме все ряды читаются, если вы вяжете так же, как и я, будете вязать поворотными рядами, то нечетные ряды читаются справа налево, а четные слева направо. Сейчас я довяжу до заполненных клеточек, которые я вязала в предыдущем ряду. Вот я довязала над последней клеточкой. Провязываю пустую клеточку, если также она идет по схеме. И дальше мои заполненные клетки. 3 петли это клетка. Провязываем. Если над ней также по схеме идет заполненная клетка, то я также и провязываю. Над каждым столбиком 3 столбика, вернее, по столбику над каждым столбиком. 1, 2, 3. Так я провязала заполненную клетку над заполненной клеткой. Если над заполненной клеткой по схеме идет пустая клетка, то я провязываю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика предыдущего ряда и в 3 провязываю столбик с накидом. То есть всегда получается над 3 столбиками 3 петли. И в конце ряда также 2 воздушные петли и соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. И так каждый ряд. Разворачиваемся на лицевую сторону и провязываем. Если по схеме перед заполненным столбиком следует заполненный над пустым, точно так же 2 столбика под воздушные петли предыдущего ряда и 3 столбик в столбик. Затем, например, над заполненным столбиком идет пустая клеточка, значит, вяжется 2 воздушные петли и столбик, пропустив 2 петли предыдущего ряда в 3 столбик, столбик. И так заполняется по схеме все клетки. Я покажу на более крупной схеме. Здесь видно. Считаете, сколько пустых клеток и сколько заполненных. Можно считать, умножая на 3. Допустим, идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пустых провязали. Дальше по схеме идет 4 заполненных. 3 × 4 – 12. Значит, у вас будет 12 столбиков подряд. Затем опять пустые клеточки и так далее. Здесь все очень просто. Одна клетка соответствует одной клетке. Если она темная, в схемах по-разному отражается. Допустим, в этой схеме здесь как кружочки. В этой схеме крестики. Крестик означает заполненную клетку. Пустая клетка, понятно, это пустая клетка.
Итак, по прибавкам. В оригинальной схеме начиналось с 10 клеток и несколько рядов провязывалось прямо, затем прибавка. Здесь видно, каждый ряд с прибавками увеличивает раппорт на 2 клетки. То есть, если начинается он с 10, 2 прибавки, прибавляются они с каждой стороны. В раппорте в каждом становится 12 петель. Еще прибавка с каждой стороны по клеточке, 14 клеток и так далее. И так до 29 клеток. Если вам подходят мои размеры, то я скажу, в каких рядах делала прибавки я. Начала, как я сказала, по 12 клеточек, и затем первую прибавку я сделала, добавила по одной клетке с каждой стороны в 5-м ряду, стало 14 клеток. Затем в 13-м ряду стало 16 клеток, в 22-м ряду 18 клеток, в 29-м ряду следующая прибавка 20 клеток, в 35-м ряду 22 стало клетки в раппорте, в 41-м ряду прибавила 24 стало клетки. Так, дальше в 48-м 26 стало клеток. И следующая прибавка в 56-м ряду я прибавила только одну. Здесь по схеме идет, в оригинальной схеме, что в 48-м ряду прибавляется 2 клетки. Мне это не понравилось, это слишком будет торчащий уголок, поэтому я в 48-м прибавила только по одной по краям, а в 56-м я прибавила одну клетку только с одной стороны. И получилось у меня в каждом раппорте 27 клеток. Дальше я вязала все ряды без прибавок до... Так, нет, в 56-м я прибавила одну, затем я вязала без прибавок, и в 118-м ряду, так же, как предусмотрено этой схемой, я прибавила 2 клетки в раппорте, так же, как на протяжении всех прибавок. И у меня в раппорте стало 29 петель. И эти 29 петель я уже до конца провязывала. Что касается второй схемы. По этой схеме, первой, основной, я провязала 57 рядов. 57 ряд – это пустые клеточки по схеме. Я его провязала 57 рядов. И затем я перешла на вторую схему. И отметила. Это был первый ряд этой схемы, это 58 ряд. И вязала эту схему по 96 ряд. Вот эту часть я не вязала схемы, вот, по 96 ряд. И затем я вернулась к этой схеме. 97 ряд я провязала снова как 57 пустые клеточки. И продолжила дальше с 98 ряда вязать по этой схеме по 135 ряд. То есть между 57 и 97 рядом я провязала эту схему без прибавок и убавок по прямой. Здесь 27 клеток, но здесь, вернее, у меня было 27 клеток к тому моменту, когда я перешла на эту схему, но здесь в схеме клеток меньше, поэтому с одной стороны в начале схемы я провязывала еще одну пустую клеточку, а в конце еще 2 пустых клеточки. Я себе просто вот написала, то есть плюс к тем, что здесь есть, прибавляется одна клеточка, провязывается в начале раппорта пустая, и в конце раппорта 2 пустых клеточки. То есть если, например,
ряд начинается 2 пустых клеточки, 4 заполненных, то у меня он начинается 3 пустых клеточки, 4 заполненных. Также в конце, если провязывается 2 заполненные, 2 пустые, то у меня плюс мои 2 клетки в конце провязывается 2 заполненные, 4 пустые, то есть плюс 2 клетки. Надеюсь, это понятно. Итак, провязав 135-й последний ряд, я закончила вязание. Последний ряд, он чередуется заполненные клеточки и пустые. Здесь по схеме хорошо видно. Никакой обвязки я не делала, просто закончила вязание и все. Как я делала прибавки, я тоже сейчас покажу. Итак, прибавляла я клетки следующим образом. Вот отмечены маркером у меня отмечено разграничение раппортов. И без прибавки я бы сейчас провязала 2 воздушные петли и столбик, последнюю клетку раппорта. Мне нужно добавить в начале раппорта клетку и в конце раппорта клетку. Значит, в конце раппорта прибавляю так, вяжу дополнительную клетку, 2 воздушные петли и провязываю над последней клеточкой столбик с одним накидом. Затем провязываю 2 воздушные петли и последнюю клетку. Вот так я добавила одну клетку. У меня вместо одной, над одной последней получилось 2. И также в начале ряда. Над первой клеткой должно получиться 2. 2 воздушные петли, над клеточкой столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и над столбиком столбик с одним накидом. Итак, над 2 клеточками у меня в результате получилось 4 клеточки. Таким образом, я добавила одну клетку в начале ряда, одну в конце. Итак, согласно схемы, идут прибавки. Вот если смотреть на юбки, вот они прибавки. Вот у меня была середина раппорта, между раппортами. И я над последней клеткой провязала 2, и над первой следующего раппорта провязала 2, так как я сейчас показала. Вот следующие прибавки. И так видно. А дальше, когда закончились прибавки, все в длину вяжется практически до низа, до последнего. Последняя прибавка, она потом будет перед последним узором. И станет 29 клеточек, и просто вяжете до конца. Когда я закончила вязание, я вставила обычную простую резинку. Вот она очень хорошо тянется. Между столбиками. В тот ряд, где я провязывала по столбику с 2 накидами. Я пропускала по лицевой стороне 5 столбиков, по изнаночной 2 столбика. Опять 5 по лицевой, 2 по изнаночной. 5 можно по-разному, кому как нравится. И так закрепила резинкой. Можно, как я сказала, связать шнурок и сделать какие-то декоративные на конце бусины или еще что-то, но это уже на любителя. Я сделала так, это очень удобно сидит и юбка хорошо держится. Итак, я показала все основные моменты вязания такой юбочки. Если вам понравилось, свяжите тоже себе. Ее вяжется она просто, бояться не нужно.
Время, конечно, затрачивается на вязание такой юбки, но это вязать очень интересно и просто. Если остались вопросы, задавайте. Ну а на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр и до новых видео.